Никогда в жизни не поднимайте такие деньги с земли, иначе вас ждут очень крупные проблемы и неприятности. О чем это мы, друзья, далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, для того, чтобы деньги постоянно были в вашей жизни, очень важно уметь правильно с ними обращаться. К сожалению, многие люди не придают этому особого внимания и значения, чем отталкивают денежную энергию из своей жизни, притягивая тем самым постоянные проблемы с деньгами. Для того, чтобы научиться управлять денежной энергией, нужно изучать определенные правила, по которым она существует. Да, это большой труд придерживаться их и пытаться постоянно совершенствоваться. Для этого нужно прикладывать им много усилий, на что многие люди, к сожалению, не готовы. Им проще говорить о том, что деньги никогда не приходят в их жизнь. Даже при том, что они очень сильно стараются. От количества денежной энергии напрямую зависит и уровень нашей жизни. Поэтому, если вас что-то не устраивает в финансовом плане, вы хотите это изменить, нужно приложить много усилий, постоянно изучая что-то новое и неизвестное. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, так как то, что вы сможете притянуть в свою жизнь и в каком количестве, зависит только от вас. В первую очередь нужно помнить, что денежная энергия никогда не придет к вам, если вы жадный, злой и завистливый человек, который никогда и никому не подаст руку помощи, а наоборот будет радоваться, когда у человека, который имеет больше, чем вы, будут происходить потери любого плана. Потеря работы, денег, жилья и так далее. Люди, которые любят сплетничать, также своими поступками будут отталкивать не только денежную энергию, но и другие светлые и нужные для них энергии. Нельзя жить в долг, потому что таким образом вы показываете и демонстрируете деньгам, что не готовы, чтобы они появились в вашей жизни, потому что вы не знаете, как с ними обращаться. То же самое касается и людей, которые не умеют правильно распоряжаться деньгами и в первый же день, когда они попадают к ним в руки, растрачивают практически все деньги, чем показывают энергии денег, что они в них не нуждаются, так как не готовы их беречь. А потом жалеются, что через определенное время у них начинают отсутствовать деньги, и они не могут себе ничего позволить. Большую ошибку допускают и те люди, которые постоянно только накапливают деньги, никогда не тратят их, потому что таким образом они перекрывают поступление денежной энергии в свою жизнь, и вокруг них образуется энергетический застой. Помните, денежная энергия должна постоянно функционировать. Для этого деньги нужно тратить так, чтобы они приносили вам положительные эмоции и этим уже притягивали к вам счастье. Нужно не забывать быть благодарными всем суммам денег, которые поступают в вашу жизнь, независимо от того, подарок это, зарплата, премия, деньги от продажи, либо же найденные деньги. Правда, с последним нужно быть очень осторожными, так как есть найденные деньги, которые способны помочь вам приумножить финансы. А есть, наоборот, категория таких денег, которые могут перекрыть своим появлением к вам доступ не только денежной энергии, но и других положительных энергий, которые, наполняя вашу жизнь, способны делать ее лучше, эмоциональнее и разнообразнее. Ведь если вас окружают правильные энергии, то и жизнь ваша складывается более интересно, удачно, а приятные события и хорошие люди появляются в ней с каждым разом в большем количестве. Итак, не стоит поднимать монеты, которые лежат в грязи, даже если это монета самого большого номинала. Вы знаете, что грязь, пыль впитывает негатив. И в данном случае получается, что монета уже напиталась вот этой плохой деструктивной энергией, а вы, подняв и принеся ее в свой дом,
принесете и негатив, который вам не принесет ничего хорошего, кроме различного рода мелких неприятностей, от которых будет очень трудно избавиться. Не стоит также и поднимать деньги, независимо это монеты, либо же это купюры, пусть даже самого большого номинала, на перекрестках, так как многие люди с такими деньгами выкидывают свои серьезные глобальные проблемы со здоровьем, с семьей, а вы, подобрав такие денежки, забираете у данного человека все его серьезные проблемы, отдав ему через вот этот энергетический обмен свои положительные энергии, без которых ваше энергетическое поле ослабнет, и вы в такой период станете подвержены любому сильному вмешательству извне. Вас будут легко сглазить, наслать на вас порчу. Поэтому во избежание такого рода неприятностей не стоит поднимать такие деньги. Не стоит также поднимать и купюры, которые связаны с цифрой 2. Потому что это принесет вам сильные семейные проблемы, постоянные ссоры, выяснение отношений, которые с каждым днем, даже когда вы потратите эту купюру, они будут только увеличиваться. А если вы ее еще и на еду потратите, а затем вся семья скушает эту еду, то с этим вот таким вот сильным негативом и излучая его впоследствии, будут продолжать притягивать большое количество негатива к себе. Ведь вы помните, что мы притягиваем все то, что мы излучаем. Не стоит поднимать суммы денег, когда вы находитесь в плохом расположении духа. Либо же у вас на данном жизненном этапе происходят какие-то жизненные проблемы, так как, подняв деньги в таком настроении, вы не будете готовы принять эту энергию в свою жизнь, и данная сумма не принесет вам ничего хорошего, ни плохого. Вы можете, подняв ее, в этот же день сразу через время потерять ее, либо же то, что вы на нее купите, не принесет вам радость и не будет долго служить, быстро поломается, например, или испортится. Но помните, если вы перед тем, как увидите деньги на улице, которые не подходят под критерии, относящиеся к тем деньгам, которые нельзя поднимать, провели ритуал, либо же в нужный момент на протяжении определенного периода времени отправляли посылы, которые должны были притянуть деньги в вашу жизнь, берите то, что нашли, и не задумывайтесь. Растратьте их на следующий день на свои нужды или на то, что сделает вас или кого-то из членов вашей семьи более счастливым человеком. Но не забывайте поблагодарить Вселенную и высшие силы о найденной сумме. Проговорите при этом следующие магические слова. Денежную энергию от души благодарю. За то, что услышала меня, ко мне в жизнь пришла и этим счастье принесла. Я ее во благо себе принимаю и благодарный посыл отправляю. Проговорив эти слова, обязательно улыбнитесь и подумайте о том, что было бы хорошо получить еще какую-то денежную сумму в свою жизнь. Главное, делайте это все от души, и очень скоро так и произойдет. У вас обязательно появится еще какая-то сумма, которой вы обязательно обрадуетесь. Не обязательно, конечно, вы ее найдете. Это может быть, например, какая-то выгодная продажа, это может быть сделка, либо вознаграждение за что-то. Никогда, когда вы нашли деньги и приняли решение их поднять, не сомневайтесь в своих действиях, так как этим вы показываете, что вы сомневаетесь, принимать ли вот вам эту денежную энергию в свою жизнь, нужна ли она вам. В таком случае вот эта лучшая энергия, она проходит стороной, так как реакция на данное действие может быть абсолютно противоположной. Поэтому перед тем, как принять какое-то решение, которое связано с деньгами, с финансами, нужно обязательно хорошо обдумывать все последствия, которые могут быть с этим связаны. Иначе потом, сделав какое-то такое вот опрометчивое решение, можно об этом сильно пожалеть.
Очень важно, чтобы вы жили сами по денежным законам, и у вас никогда не будет проблем с деньгами, потому что они всегда будут присутствовать в вашей жизни, и вы не будете ни в чем нуждаться. Помните о том, что деньги любят уверенных, целеустремленных людей. Они никогда не приходят к тем, кто не знает, что им нужно от жизни, который не умеет ставить перед собой цели и, конечно же, добиваться этих целей. Никогда, также, когда у вас появляются деньги, не стоит начинать хвастаться этим. Принимайте это все с благодарностью, с любовью. И чем меньше люди в вашем окружении знают о том, что происходит в вашей жизни, тем больше приятных событий, моментов наполняют вашу жизнь. А денежная энергия будет сопровождать вас все время и везде, куда вы только не пойдете. Если в вашем окружении есть завистливый человек, позавидовав вашему финансовому положению, он отберет вашу денежную энергию себе, и у вас начнутся сильные денежные проблемы, избавиться от которых будет практически невозможно. А за тот период, когда вы будете стараться избавиться от них, вы сможете растерять все то, что уже сумели заиметь за это время. Поэтому ваше финансовое положение должно касаться только вас и вашей семьи. Всех остальных, даже близких родственников, лучше держать в неведении, чтобы потом не жалеть и не думать, как и что исправлять. Помните об этих простых правилах, об этих простых денежных законах. Многие люди, к сожалению, о них очень часто забывают. У нас у всех все-таки есть память, и, как правило, она короткая, потому что каждый день к нам в голову поступает достаточно много различного информационного мусора. И мы забываем об вот этих простых правилах. Друзья, мы надеемся, вы их запишете и запомните. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. А сейчас мы хотим поблагодарить наших гостей, наших подписчиков, наших зрителей за спасибо. Те, кто еще не знает, о чем мы говорим, друзья, под видео есть сердечко и написано «Спасибо». Так вот, нажимая на это сердечко, вы таким образом отправляете нам свою благодарность. И между нами происходит так называемый денежный обмен. Это очень важно, когда между людьми происходит постоянно обмен. Кто-то делится своей информацией, а кто-то ее принимает. Поэтому нам очень приятно. Друзья, мы всех желаем вам благ, мыслимых и немыслимых. И услышимся с вами уже буквально в следующем видео.